Пульт Aeromysh с голосом с 3 программируемыми кнопками. Называется он C30 с гироскопом на канале Технозон. Поехали. Традиционный AliExpress. Мы сейчас с вами видим его цену. Это $10 49 центов при заказе из Китая. В принципе, цена не ахти какая высокая, нормальная. Вроде бы как он позиционируется как конкурент, допустим, тому же самому G20S либо G50. И тут именно сделали задел на то, что есть 3 программируемых кнопки, но есть много недостатков и есть относительно небольшой плюс. Давайте посмотрим, что нам здесь пишут. Ничего такого нам не написали, чего мы не знали бы раньше. Это то, что он здесь 2.4 донгл, то есть он работает от донгла, это не Bluetooth пульт, есть голос, 24 клавиши, работает от 3 батареек, ABS, пластик. Кстати, сверху он глянец, вот такой вот глянец, снизу матовый. Имеет достаточно интересную форму и мне он нравится. Как расположены кнопки? Ну, мы можем с вами посмотреть и на картинке вживую. Сверху у нас есть кнопка питания, потом у нас идет субменю. Кнопка домик и назад, есть навигационное кольцо, есть у нас вот Volume Up, Volume Down, есть голосовой поиск, кнопка, цифровая панель, кнопка мыши и выключение голоса. Да, здесь нет мультимедийных кнопок, имеется в виду перемотка, переключение трека, пауза и воспроизведение. Ну нет, их не сделали, ну что ж, так бывает. В остальном всем, ну, он маркий. Могу сразу сказать, что этот глянец маркий. Он у вас будет замацан буквально через 5 минут его использования. Программируется. По поводу программирования, что нам пишет производитель? Для того, чтобы запрограммировать, необходимо зажать кнопку громкость вверх и громкость вниз одновременно. Зажимаем на 3 секунды. После этого он у нас начинает моргать. Мы должны с вами поднести так, как они там написали. Да, во-первых, он читает только статические AR-коды, динамические не читает. После этого вы подносите свой инфракрасный пульт, нажимаете кнопку, которую хотите считать. Вот он проморгал. После этого вы нажимаете кнопку, на которую необходимо записать. Я нажимаю на кнопку питания, допустим, я записал. И после этого нажимаю на кнопку уменьшения и увеличения громкости для того, чтобы выйти из режима программирования. То есть, в принципе, ну, программируется. Хорошо, работает, хорошо. Насколько это будет работать во всех релизах, ну, я не знаю такого производителя. Серьезно вам говорю, я не уверен, что оно будет работать абсолютно на всех. Во всех вариантах и со всеми пультами, потому что они уже тут предупредили, что динамические AR-коды не читают. Ну, как бы это все не читают. Ладно, ссылка в описании под видео. Тестируем, переходим. Ну а также нажимаем подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Мы тестируем его на референсном для меня ТВ-боксе. Это Chromecast 2020, Android 10, Android TV 10. И как бы почему именно так? Потому что ну скоро уже будут все переходить на Android TV 10 потихонечку. И нам надо понимать, как он работает. За делом же на будущее покупать. Первое, что проверяем, это голос. Самый лучший фильм. О, голос не сработал. Стоп, есть момент. Держим кнопку. Самый лучший фильм. Да, все понятно. Голос работает только при нажатии на кнопку голосового поиска. То есть вам необходимо будет держать данную кнопку голосового поиска, чтобы он работал. А это означает то, что на Android TV платформе вы не сможете это реализовать, голосовой поиск, в самом приложении YouTube. То есть при нажимании на голосовой поиск вы не сможете ничего произнести, а при попытке нажать кнопку голосового поиска будет срабатывать голосовой поиск в глобальном YouTube. То есть, ну, имеем, что имеем. Это большой минус. Мне это уже не нравится. Сами по себе кнопки нормально работающие, при этом очень громко клацающие. Слышите? То есть, есть, которые тише клацают, есть, которые громче клацают. Те, которые не клацают, вообще нет. Таких не существует. Громкость у нас работает. Сейчас мы проверим с вами Aeromysh. Aeromysh размашистая. У нас можно как-то Aeromysh регулировать? Сейчас попробуем. ОК плюс минус. Aeromysh тормозится. ОК и Volume плюс. Мышь быстрее. То есть мы можем регулировать скорость перемещения мыши с помощью кнопки ОК и Volume Down, Volume Up. Кнопка расположения, вернее кнопка включения мыши расположена неудачно, неудобно. Заходим в Explore и проверяем кнопку субменю. Субменю работает. Также мы должны с вами проверить кнопку назад при включенной мыши. Кнопка назад при включенной мыши у нас работает крайне странно. Она работает как вторая кнопка мыши, вот именно эмуляция второй кнопки мыши.
Но это не назад. То есть абсолютно по-другому это все дело работает. Не нравится мне это дело. Кнопка домик у нас работает, кнопка назад у нас работает, допустим, при отключенном режиме мыши, он выходит назад. Слушайте, а ведь все, осталось проверить цифровую панель, да и все, больше нам искать-то нечего и проверять здесь нечего. Давайте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, цифровая панель работает. И проверяем, как работает кнопка ОК. А кнопка ОК у нас работает как Enter. И это тоже один огромный минус. То есть мы не можем с вами на клавиатуре Android TV, давайте выйдем отсюда, мы не сможем с вами на клавиатуре Android TV печатать какой-нибудь запрос, либо адрес именно буквами. Вот давайте я вам покажу, о чем я веду речь. Давайте войдем в обыкновенное приложение для просмотра фильмов и зайдем в поиск. О чем, смотрите, если я нажму, чтобы у меня появилась клавиатура, я не смогу печатать здесь буквы. То есть это ужасно, ужасно и ужасно. То есть вы должны будете либо использовать аэромышь. Данная мышь, скорее всего, подходит для чистого андроида, для, скажем так, Android TV или грязного андроида, как его могут назвать, она не подходит. Но в целом есть как есть. Готов проходить, резюмировать данное творение. Мы не рекомендуем C30, хотя она в принципе имеет право на жизнь на ТВ-боксах, на чистом андроиде с root правами, где можно переназначить какие-то кнопки с root правами. Словосочетание это какое. Интересная форма, она не скрипит, но достаточно громко клацает, голос работает только на кнопке. Я думаю, что G20S в данном случае вне конкуренции, даже имея здесь 3 программируемых кнопки, я не стал бы выбирать данную аэромышь. Но, в целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Ссылка в описании под видео. С вами был Bubble, нажимайте Технозон. Пока.